Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Стрелец. Стрельцы, мои дорогие, Таро прогноз до конца декабря. События до конца месяца. Давайте с вами узнаем, какие события или люди окажут влияние на вашу жизнь, которые не связаны временными рамками. Я имею в виду события. Не все умещается, да, вот в какой-то регламент. Что-то можем мы закончить в декабре, а что-то наоборот приходится продолжать, да, переходит из месяца в месяц. Вот давайте мы с вами узнаем, что или кто будет связан с этими самыми событиями, которые скоро, а возможно и неожиданно, каким-то образом будут оказывать влияние и как на декабрь до конца года, до конца декабря, так и, может быть, с заходом на 2026. Почему я так говорю? Потому что 20 декабря, мои дорогие, черная луна, или мы говорим Лилит, переходит в ваш знак зодиака, и это на 2026 год будет тоже продолжаться. Ну ладно, мы не забегаем вперед. Я так думаю, что ближе к сроку я напишу статью и опубликую на своем сайте и оставлю ссылку в описании в сообществе. И кому будет интересно, следите за моими публикациями. Но также и в описании под видео буду оставлять эти ссылки. И вы можете узнать, каким образом это будет оказывать влияние на вас и вашу жизнь. Итак, идем вперед. И первые три карты, три знака судьбы, потоковая информация, которая подскажет, что вам нужно сейчас услышать. Или прямо сейчас важно знать, принять в расчет. Или в каких сферах жизни вам доведется принимать важные решения. Может быть, это будет связано с конкретными событиями, что случится или произойдет. Итак, три знака судьбы. Продолжим на другой колоде. И основные два вопроса, которые будут сводиться, в принципе, к одному, к чему все идет. Поэтому первые три карты мы достанем, какими событиями это будет связано. Что случится, что произойдет, какое продолжение следует, как будут, может быть, развиваться некоторые вопросы. А вы переложите метафору карт на те дела, которые происходят в вашей жизни прямо сейчас, и я так думаю, подсказки будут. И следующий триплет, для чего все это было нужно, но тоже это вот к чему, к какому итогу нас судьба подводит, да, или к какому событию, что, может быть, нам важно пересмотреть. Почему говорю пересмотреть? Потому что тут, знаете, как с приставкой «пере», как и контракты, договоры, причем контракты у кого-то брачные, у кого-то это по работе, или какие-то важные бумаги, встречи. Здесь могут, кстати, временные рамки нарушаться несколько, потому что либо что-то может стать на паузу, особенно к концу года. Ну, и, в принципе, мы это где-то прогнозируем. И правда, у нас, когда рождественские праздники, новогодние, как будто жизнь замирает. Не всегда. Но я должна сказать, что с января месяца 26-го года вот обычно у нас проходит где-то первая, вторая неделя, так вот в растяжку, в развалку. Здесь нет. Здесь будет как-то более компактно, но и с элементом того, что активность какая-то у нас будет. Ладно, давайте узнавать. Первый знак судьбы – ожидание, правда. Очень часто королева кубков, если мы в целом как характеризуем архетип, это та, которая любит, причем безусловной любовью. Та, которая готова ждать. Это, кстати, карта альтруизма человека, да, потому что вот люблю и все. Не за что-то там, да, это не интерес, а это душевно, искренний какой-то порыв. И часто почему по этой карте проходят наши близкие, наши родственники, тех людей, которым любим мы и которые любят нас. Но вот, понимаете, все равно имеет какие-то грани, наверное, потому как альтруизм, который может перейти в самопожертвование, тоже идет по этой карте. Может быть, это конкретный человек, который рожден под знаком зодиака стихии воды. И это у нас рыба, рак, скорпион. Или имеющий там асцендент. Не все люди знают свой асцендент, поскольку нужно для этого знать время точное рождения. Поэтому может быть и человек в таких энергиях. Но вообще это карта, которая говорит, что вот эмоции, они могут где-то и переполнять. Ну, давайте откроем вторую карту, посмотрим, как это связано. Эмоции действительно могут переполнять.
Семерка кубков – это карта иллюзий, мои дорогие. Но, с другой стороны, это карта, когда у нас много желаний. Я должна сказать, в сочетании вот этих карт, это правда какой-то, знаете, такой душевный настрой, причем очень добрый, когда мы верим, что у нас осуществится какое-то наше желание, или когда у нас перед нами, ну вот именно, может быть, где-то в течение декабря открываются возможности. Но мы можем и замечтаться, поскольку нам кажется, что так будет всегда. Мы где-то можем находиться в какой-то нерешительности или ожидании, потому что семерка кубков – это карта прокрастинации, когда вроде бы возможности есть, а вот что выбрать непонятно, да? Как будто хочу все сразу и ни от чего не могу отказаться. Но давайте мы с вами достанем дополнительные карты, просмотреть, что же тут за ожидание или какой-то выбор. Или вот эти добрые эмоции, но вообще с чем это связано, с какой сферой жизни, может быть. Здесь-то нам про личную жизнь могут говорить, а точно про личную жизнь. Любовь. А ведь и правда, тут больше про искренность. Но знаете, видимо, одно дело это чувство, одно дело это эмоции, но какие-то дела мы не должны пустить на самотек. Может быть, об этом нам говорит карта. Давайте третий. Да, не должны. Может быть, это у кого-то и буквально, мои дорогие, выбор. Выбор какой-то сложный. Может быть, это как любовный треугольник. Ну, понятно, это для небольшого количества людей. Но, может быть, это выбор между личной жизнью и именно вашими достижениями. Материальными вопросами, безусловно. Но и достижения мы говорим. Почему? Потому что по королеве Пентакли это та, которая из какого-то хаоса, бардака или из необустроенности умеет создать благополучие, по сути дела, с нуля. Она надеется сама на себя. И если мы рассматриваем вот так, как по энергиям, да, если здесь альтруизм, какие-то добрые эмоции, вдохновение, любовь, искренность, верность, ну, все прекрасно. Но, знаете, это все чувства и ощущения, и эмоции. А королева Пентакли здесь больше реальности. Да, ей свойственно вдохновение. Вот все то, что мы сказали. Но она умеет это как-то быстро, ну, переложить на реальные возможности. Потому что оценить одно дело то, что мы хотим, а другое дело то, что мы имеем. И какие сейчас инструменты в наших руках. Мы сейчас говорим об архетипах. Потому что много эмоциональных карт. И двойка кубков где-то может нам говорить, что у тебя сейчас стрелец дорогой. Действительно, ты сам можешь быть словно как притяжение, да, как магнит. Вы интересны людям, вы сами можете чувствовать, что к вашей персоне какое-то повышенное внимание. И это вам дает возможность со всеми людьми договориться, быть правильно понятым, правильно услышанным. И пусть вы даже решаете материальные вопросы. Тогда через дипломатию, через умение вот как раз и быть правильно понятым, или проводить как-то мудро, вот так. А может быть и хитро, кто знает, да, где заканчивается эта мудрость или хитрость, и начинается мудрость наоборот, да, вот. Очень такой тонкий момент, тонкая грань. Вам каким-то образом этот период, вот этот добрый, да, или добрые эмоции, вам нужно максимально переложить в какую-то конкретику. Я, по крайней мере, вижу так. А это по поводу чего? Да точно. Правильно распределить финансовые средства. Или где-то в этот прекрасный момент. Но тут явно какие-то радости до конца декабря у вас будут. И даже если у вас сейчас все идет криво наперекосяк, или вот есть, правда, какая-то пауза, когда вы ждете какого-то человека, ведь у кого-то и так проиграется. Вот сижу и жду. И для кого-то это будет, на кой ляд я сижу и жду? Вот мне это зачем вообще это все надо? Может быть, мне нужно уже с чем-то определяться, потому что мы все разные, правда? И кто-то устал от этого ожидания, наоборот, думает, что, ну, мне уже как-то больше конкретики хочется. Тогда вот эти две карты вам как раз помогают с чем-то для себя очень важным определиться. Таковы энергии. Да, есть добрые эмоции, но у вас есть возможность, вот что вам важно услышать, мои дорогие стрельцы, о том, что, тем не менее, несмотря на эмоции, вы даже как бы посредством этих эмоций можете очень правильно что-то рассчитать, буквально материально, может быть, определиться с людьми, с вашим окружением, как и ближайшим, так и далеким, с вашими планами, что реалистично, а что нет.
Потому что ведь эта карта «работай, у тебя все получится». Я всегда это говорю, да. Продолжай, или ты победишь, или у тебя не хватит терпения. Вот у нас тут прокрастинация, терпения как будто должно хватить. Но ведь и, опять же, реальность, да, вот как королева Пентаклей. Почему ей удается свои мечты или сказку сделать былью? Потому что сама на себя надеется. Может быть, это такая подсказка, которая будет говорить о том, что, к примеру, мои дорогие стрельцы, неплохо бы задуматься о вторичном доходе. Я такое могу предположить, и для вас доброе время наступает. И 26 апреля в 26 году планета Уран перейдет в знак зодиака Близнецы. Для вас это больше возможностей путешествовать, больше возможностей вот именно альтернативных каких-то заработков или дополнительного дохода. Но тут явно есть какая-то идея. Идея всегда присутствует по королеве Пентаклей. Как бы это нам, что бы тут ни казалось, идея. Да, она не афиширует эту идею, потому что все же настроена на то, что, ну, как-то другие со мной могут не согласиться. Вот она реалист. Вот вам реалистом нужно быть, понимаете? И при этом не терять где-то вот это восхитительное качество, да, чуткости, любви, может быть, и, знаете, даже если прежняя история какая-то любовная была со знаком минус, ну, значит, тут нужно тоже из какой-то прокрастинации выходить. И кто знает, тогда карты будут подсказывать, ты можешь, стрелец, встретить человека, когда ты будешь заниматься какими-то делами. У тебя изменится твоя жизнь. Ведь, по сути дела, вот эти две карты, которые меняют качество жизни. И новая персона к тебе придет через дружбу. Я такое допускаю. Может быть, для кого-то из вас сейчас нужно уделить внимание недолгим каким-то размышлениям или недолгой вот этой, да, где-то путанице, а более реально оценить и возможности, и ваши желания. Вот тут нужно это именно совместить. Не случайно у вас королева Пентаклей. Хотя я допускаю, что у кого-то это просто две разные персоны. По королеве кубков это знаки стихии воды, а это у нас знаки стихии земли. Телец, Дева, Козерог. Или имеющий там асцендент. И может быть у кого-то какая-то пауза. Значит, в взаимоотношениях это тоже нужно определить. Есть смысл что-то продолжать или нет. Или, может быть, человек с этим определяется, мои дорогие. Что-то стоит на паузе. И значит, есть ряд вопросов. У кого-то на паузе отношения с подобной персоной, да? И вы знаете, ведь это близкие проходят, по сути дела, по этим двум картам. Или родственники, или люди, которые вхожи в ваш дом. Или пусть это будет ближайшее где-то окружение. Но или те люди, с которыми вы контактировали. Вы сами можете пытаться кого-то вернуть. У нас ретро-уран, и поэтому ретро это всегда, вот как я сказала, пере. Или когда мы и сами можем кого-то пытаться вернуть, так и люди могут тоже пытаться возвращаться в нашу жизнь. Но здесь что-то требуется додумать, понимаете? Потому что если были проблемы, они никуда не делись. Поэтому рационально вот как-то нужно подойти к решению вопросов. А у кого в финансовых историях ваших, да, в ваших достижениях какая-то пауза, тут тоже нужно что-то детализировать. Ведь нас призывают именно где-то, ну, рассмотреть под более пристальным углом, вниманием вопросы, откуда к вам приходят деньги. Давайте совет. Опять же, про какую-то паузу. С одной стороны, вот знаете, как семерка пентаклей, я всегда говорю, если присутствует в вашей жизни какой-то регламент, да, когда вы вынуждены, к примеру, ожидать важного документа, получения бумаги, и вы знаете, допустим, вы отправили куда-то запрос, и существует определенное количество дней, и вы не можете это ускорить. Вот ускорить мы не можем. Вот этот самый регламент. Тогда мы, ну, терпеливо вынуждены ждать. Но есть еще и такая тема, как задумка ваша, да? Если вы вот развиваете или творчество, или вы проходите процесс обучения, вы тут тоже, к примеру, не можете ускорить. Пока вы не обретете какие-то знания или не достигнете определенного уровня, тогда за этим, словно денежным деревом, нужно ухаживать. Вообще очень доброе время что-то новое изучать. Потому что
Вы тогда не потеряете это самое время. Как будто вот это паузу, да, или вот то, что нам чем нравится, допустим, заниматься. Пусть это совершенно какая-то новая стезя, какая-то задумка. Вам все равно это на реальную плоскость нужно переложить и не терять время, а именно изучить тогда, ухаживать за этим денежным деревом. Но ведь мы все разные. Это может быть просто, когда мы не можем сделать выбор, и тогда это будет вот этот аркан повешенный. Любая карта, мои дорогие, имеет как бы две стороны медали, да, будем и так говорить. Потому что вообще это сам себя человек перевернул, чтобы что-то увидеть с другого ракурса. Но иногда это пауза или какая-то проблема прежняя, которая, если она была, она никуда не ушла. И вам тогда нужно что-то решать конкретно, не эмоционально, не продолжать какое-то ожидание, а с чем-то разобраться. Какой еще совет? Вот по 8 кубков мы ищем выход, и мы его находим. Тут, правда, двойственная ситуация выбора, но вам нужно и решить какую-то одну тему. И я тут вижу, либо это финансы, либо это именно отношения. Но каким-то образом это взаимосвязано. И, может быть, это у кого-то я допускаю, хотя ни одна карта не говорит, у кого-то разбирательство, может быть, по части финансов, даже с близкими, с родственниками. Что-то не решено. Но я тут вижу, что все равно, знаете, может быть, какой-то период времени вы, ну, либо на что-то согласились, либо, может быть, обстоятельства так складывались. И пришлось ждать. Был этот период, когда я ничего не могу сделать. Или какое-то время вы кому-то доверяли. А вот теперь вы можете видеть более четко, что я могу еще 100 лет прождать, но это ни к чему не приведет. Как будто нужно самому с чем-то определяться. И мы, в конце концов, и определяемся по этой карте. Может быть, это будет Соломоново решение, а может быть, это у кого-то даже связано, мои дорогие, с переездом. Иногда эта карта говорит, что мы как будто идем налегке. Или пусть это будет даже с вашей работой, связанной видом деятельности, или вторичный, как я сказала, доход, тогда нам карта будет говорить, для тебя это будет, ну, как восхитительно. Потому что то, что ты сейчас, да, как будто сам на себя, если ты начнешь или рассматривать, по крайней мере, какие-то варианты, тебе это очень может помочь в последующем. И сейчас тебе это может показаться, что, ну, как-то дело быстро не идет. Ну, кто знает, может быть, вы потом что-то и переиграете. Но есть какое-то рациональное полезное зерно, когда мы рассматриваем вам, мои дорогие стрельцы, нужно учесть какой-то альтернативный вариант. Примите это к сведению. Это то, что важно услышать, потому что явно есть какая-то запутанная история. Вы, может быть, и ждете, что само по себе разрешится. Нам все карты мы много достали. Говорят, нет, это именно вы должны что-то решить или определиться. Ладно, к чему все идет, что случится или произойдет мир. Ну, дай бог, чтобы был везде мир. Это вообще это итоговая карта, когда нам говорят, нет ничего невозможного. Какой-то итог вы получаете. Вы знаете, тут, в принципе, время строить рациональные планы и время их осуществлять. И тогда вот этот итог вас будет вдохновлять, радовать. Что-то вам будет очень приятно, нравиться. Это, знаете, как открываются границы, открываются какие-то возможности. Если были какие-то прежние препоны или тупиковые ситуации, вы тут сами хотите выйти. Вот все то, что мы долго обсуждали с вами, да? Но тут вам как будто это старший аркан говорит, что тебе пространство, Вселенная будет помогать. Что же произойдет, старший аркан? Но ведь правда вы куда-то можете поехать. Или для кого-то это работа из любой точки мира. Может быть, отчасти вот то, что дополнительный доход – иметь возможность быть мобильным. Я должна сказать, мои дорогие стрельцы, в 2026 году, ну, в принципе, этот постулат, хотя это мое видение, можно не соглашаться, оно уже ощутимо прямо сейчас, в конце 2025. То есть как три кита или три составляющие. Первое – это финансовые вопросы, деньги. Второй момент – это быть мобильным. Мобильным – это значит, ну, может быть, это у кого-то и вопросы автомобиля, да, если вы водите машину, у вас есть автомобиль, как будто уделить тоже этому внимание, чтобы он был на ходу, чтобы он был исправен. Каким-то образом вам это будет помогать
Потому что ожидается, что много будет, или такие ситуации могут быть неожиданные, когда нам нужно будет быстро куда-то собраться, отправиться, поехать. Для тех, кто, ну, не водит машину, или, допустим, нет этой машины и не предвидится. Мои дорогие, тогда вам нужно свою мобильность где-то просчитывать альтернативными вариантами. И третий пункт – это интернет. Интернет-доступ. И деньги, мобильность, интернет. И если что-то провисает, пролоббирует, да, или чем-то вы не располагаете, тогда две остальные области, они вам будут как будто помогать и компенсировать в конечном итоге, чтобы сбывались наши мечты, мои дорогие. Ну вот примите это к сведению. И где-то ведь это все включает в себя аркан мир. И если мы говорим, к чему все идет, тут правда какая-то перезагрузка должна состояться, потому что по этой карте мы как будто в путь отправляемся. Это марафонский забег. То, с чем вы определитесь до конца декабря, имеет большое значение на, может быть, даже лет на 10, а то и больше, 20. Мы только что-то начинаем исследовать. И, кстати, по этой карте инструкции, детализация. Самый медленный рыцарь, рыцарь Пентаклей. Но это движение, это не стоп, это не остановка, это не зависание в каком-то моменте. То есть это пусть продуманные шаги. А я хочу сказать, что карта вам будет также говорить, что в вашем окружении, к примеру, если мы все-таки о событиях до конца декабря, вы можете решить какой-то финансовый вопрос. В вашем окружении есть человек, который вас может быть, выручить деньгами, субсидировать буквально, или на короткий период даже, да, как поддержать вас какой-то суммой, чтобы, если ваши деньги задерживаются где-то, загуляли от вас, независящие причины есть, то здесь вы можете этот вопрос решить. Или точно так же есть человек, который может вам помочь дельным советом, если вам нужно оформить какой-то документ или важную бумагу. То есть есть тот, который может оказать дельное совет, как бы сотрудничество, или дельный совет дать, или, ну, есть взаимодействие. И, мои дорогие стрельцы, чаще всего это те люди, на которых мы даже не думаем. Вот примите это к сведению, и нам как будто, если нужно найти какой-то выход, то мы можем просчитать и как будто вот этого человека найти. То есть мы сами не просто ждем, а мы, может быть, такой своеобразный, аккуратный поиск, но у вас что-то получится. Давайте посмотрим, что же случится, произойдет. Да, вот подготовка к переменам. Ведь это карта успеха, посмотрите, у вас два старших аркана. Здесь понятные перемещения. Здесь у нас, мои дорогие, мобильность. Вообще, я бы сказала, я вот назвала вот такие три кита или три основных компонента, да, на как минимум 2026. Деньги сначала, да, и вот тут нужно какую-то финансовую стратегию просчитывать и видеть на пару шагов вперед. Это как раз про деньги. Рыцарь Пентаклей. Мы говорим мобильность. Вот это аркан колесница подтверждает. И мы говорим интернет. Это аркан мир. Пространство, эфир, интернет. Но только у вас сначала интернет. Может быть, это у кого-то рассматривать именно, ну, как-то работа из любой точки мира. Или какой-то альтернативный, мои дорогие, вариант, удаленная работа или изучение чего-то на дому. Да, вот каким-то образом вам интернет точно будет помогать или будет нужен. Может быть, освоить что-то для тех, кто ничего не еще пока или вне. Ну, вообще очень сложно все освоить, правда? Очень много в нашу цифровую эпоху меняющихся и тенденций, и направлений. Ну, по крайней мере, сделать какой-то первый шаг, может быть, кому-то карта и подсказывает, потому что все к тому идет, потому как и цифровизация, даже валюты, будем говорить, да, денежный пересмотр. Ну, тоже мы можем говорить, да, этого не будет, а тем не менее мы это не отменим, потому что уже этот механизм запущен, и, понятно, не нами. Нам будет объявлено, что называется, поэтому подготовиться не мешает. Но если мы говорим по аркану колесница, конечно, она дает совет, не оглядывайся назад. Тебе отсюда полный вперед. Но если мы с вами рассматриваем те события, которые не вошли во временные рамки, вам нужно красивый переход в течение декабря с заходом на 26-й год, как будто в январь, перейти и с чем-то действительно определиться. Может быть, и есть вопросы личной жизни,
Но у кого-то это будет, безусловно, вопросы работы, ваших достижений. Где вы? В каком месте вы находитесь? С кем вы? Кто вас окружает? Для вас важно все. Потому что вы можете сейчас, кстати, в какой-то паузе пребывать. Тогда карты нам говорят, и это важно услышать, тебе дается относительно такой спокойный период, чтобы ты правильно отделил, стрелец, зерна от плевел. Ведь это карта успеха. И она предвещает, что совсем скоро, как, знаете, мы будем получать разные события в виде информации. Что-то где-то, может быть, и происходит, но это, знаете, как в физике эффект бабочки. Да? От взмаха крылья бабочки, пусть на другой конце континента, тем не менее, как преломление реальности. Вот и на нас будут оказывать влияние события, может быть, в мире. Но для вас это будет открывать новые возможности. Научимся альтернативные варианты рассматривать, как будто меньше будет препонов. Ладно, к чему это все идет? Император, мои дорогие, да вы посмотрите, у вас на кону карта власти. Карта, в принципе, от того, что, может быть, мы должны, ну, где-то учитывать, что у вас как бы вместо ожидания может прийти сильная позиция, смена, как будто даже то, что вы сейчас начнете, это уже вторая как бы, да, часть, изучать или как рассматривать какие-то альтернативные методы дохода. Я должна предупредить, ни разу не о лотерее. Лотерея опасна. Причем за 40-е годы, потому что период Плутона в Водолее ни разу не о лотерее. Можно все проиграть. Ну и мои расклады, они ни разу. Если вы видите пентакли, даже не пытайтесь пробовать, правда. Мне иногда пишут даже на почту, я выиграю в лотерею или нет. Но, видимо, не все видео смотрели. Я вам сразу скажу, даже и не пытайтесь. Так вот, здесь все-таки больше про труд. Наверное, я где-то от себя отталкиваюсь, потому что я более какие-то земные методы преследую, да, именно заработок. Так вот, по аркану император здесь у вас может быть смена статуса где-то через изменение как и вашего имиджа, так и вашего как изменившегося отношения, может быть, к финансам или к зарабатыванию денег. Тут, правда, без обучения не обойдешься, потому что перед вами новые перспективы. Перед вами для кого-то это, знаете, как построить карьеру, получить новую должность. У кого-то из вас сменить статус через личную жизнь. Ну вот настолько богатая палитра, может быть, вам и придется до конца декабря иметь важные ответственные переговоры, важные встречи с людьми, которые стоят несколько выше по системе иерархии, по ступеням этой иерархии. Тогда это вам должно быть на пользу, да? И тогда тоже тут что-то нельзя отложить на потом. И от того, как вы будете дипломатами, будут зависеть, точнее, важные контакты в вашей жизни. Вам нужно, как, знаете, внутри как будто себя самого или самой несколько изменить отношение к тому, что вы видите, что вокруг вас происходит. Ну и точно так же я могу сказать, словно причесать ваше окружение. Вот совершенно необходимо. Потому что какие-то рамки предубеждений, может быть, у кого-то пустых надежд, а у кого-то пустого ожидания в той или иной мере присутствуют. Будьте готовы, что в вашей жизни вот что-то будет совсем скоро происходить. И старший аркан – это то, что мы не можем изменить. У кого-то личная жизнь. У нас две карты, именно которые как ознаменуются пары. Я уже сказала, финансы, может быть, и личная история, она в принципе как бы, ну, как основа основ. Вот соединить вам нужно. И король чаш, он тем и силен, что он умеет и готов принимать любовь и дарить любовь. Но в то же время он не добавит эмоций в те вопросы, которые должны быть решены рационально. Это то, что материализм, мои дорогие. Вот вам нужно соединить и возвышенное, и земное. И когда вопрос о чувствах идет, то тоже вот этого сухого прагматизма не нужно добавлять, да, иначе мы как будто теряем ценности. То есть понимать, есть цена, а есть ценности. Вот где-то возвышенное и земное, ценности и цена. Вокруг этого у вас строится какой-то глобальный выбор.
Ну, у кого-то это будет говорить о том, что вы скоро получите какое-то известие или важную бумагу. Если вы где-то над этим работаете, потому что это вестники, нам карта не говорит, чего это касается, но точно так же пажи, особенно паж Пентаклей, это прилежный ученик. Вот не первая карта в сочетании с другими нам говорит о том, что вот как будто нужно что-то изучить или новое освоить. И, может быть, у кого-то изучить иностранный язык, у кого-то получить водительские права, а у кого-то язык программирования, да, или не так масштабно, а элементарно понять, как вообще в принципе, ну, есть все-таки, да, люди, которые, ну, не совсем владеют, и в этом нет ничего удивительного, которые не овладеют определенной вот этой компьютерной грамотностью. А в наш век, вы посмотрите, сколько смартфонов. И тут элементарно себя в интернет даже уметь сохранять, да, понимать, по каким ссылкам переходить, а по каким не нужно. С какой почты какой-то пришедший вам непонятный, да, привет открыть или наоборот перекинуть в спам. То есть вот, ну, есть такие простые моменты, которые вот как будто нужно изучить. Но вот для кого-то простые, а для кого-то тут что-то более глобальное. Вот посмотрите только, мои дорогие стрельцы. Мир, колесница, император. Тут, как, знаете, перемены вот-вот ворвутся в вашу жизнь. Или что-то тут такое внешнее будет оказывать влияние на вас, когда вам самим как будто не захочется зависать в какой-то прежней ситуации. Ну, пока еще оно где-то может напоминать как период подготовки или ожидания. Вот это то, что нужно было услышать. Перекладывайте на себя, мои дорогие стрельцы. А я вас благодарю за то, что вы смотрите мои видео. Подписывайтесь на мой канал, оставайтесь со мной. Переходите на мой сайт, читайте мои публикации. Я благодарю вас за вашу поддержку, мои дорогие, за ваши искренние душевные отклики. Я вас люблю. И вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.